Фашизм не пройдет. С таким лозунгом вышли вчера на акцию протеста «Свободные белорусы». На этот раз марш прошел в новом формате. Люди собирались дворами, после чего сливались в одну колонну целыми районами. Такой маневр сильно дезориентировал карательные отряды, которым пришлось рассредотачиваться и наматывать круги по многочисленным незнакомым дворам, вместо того, чтобы устраивать привычные централизованные облавы. Марш-броски по пересеченной местности оказались явно не по зубам разбойникам в экипировке. Задержанных в этот раз было в разы меньше, чем на прошлых воскресных акциях. Кстати, бандиты из ОМОНа вчера отмечали свой профессиональный праздник, и развлечения нашли себе соответствующие. Бросали петарды безоружных людей, избивали дубинками девушек и разбивали проезжающие мимо машины. Более десятка пострадавших обратились за срочной медицинской помощью после того, как оказались невольными участниками этого фашистского кутежа. Некоторых людей скорые забирали из райотделов в бессознательном состоянии. Несмотря на столь высокий градус агрессии, белорусы не отступили и в очередной раз показали вдохновляющий пример мужества и солидарности. К сожалению, для преступных злодеяний режима не становится преградой даже возраст протестующих. Сегодня во время еженедельного марша мудрости пенсионеры тоже подверглись нападению карателей. Это лишний раз показало, что у так называемой власти не осталось ничего святого. И в тему о святости церковь отвернулась от Лукашенко. Во время вчерашней службы в соборе Кирилла Туровского в Торонто в присутствии верующих архиепископ Святослав Логин проклял диктатора и отлучил его от церкви. Сам текст отлучения называется «Анафема бывшему президенту Александру Лукашенко, который совершает беспредел, преследует и убивает православных и других мирных крестьян за правду в Беларуси». Это значит, что нелегитимному запрещено вспоминать в своих молитвах Иисуса Христа до тех пор, пока он не покается перед белорусским народом за все свои преступления. Не забыл архиепископ и про окружение узурпатора. Он призвал их не выполнять преступные приказы сатанинской власти, иначе ждет их проклятие потомков на земле и ад на небесах. Такой гнев со стороны православной церкви Лукашенко заслужил своим приказом не устраивать из Минска кладбища и уничтожить мемориал погибшему Роману Бондаренко. В обращении архиепископа также сказано, что в церкви молятся за здоровье раненых и заключенных, за упокой души убитых мирных протестующих, защитников Беларуси, чьи страдания и жертвы были не напрасны. Они вдохновляют своих соотечественников противостоять злу и лжи во имя добра, во имя свободы и независимости нашей Родины. Студентов перевоспитают в горячих точках, Лукашенко в очередной раз демонстрирует прогрессирующую манию величия. В разыгравшемся воображении нелегитимного патриотизм – это не любовь к своей родине, а слепая преданность его персоне. Возмутившись тем, что все больше белорусов становятся какими-то неправильными патриотами и пытаются расшатать стабильность, он обратился к министру обороны Хренину с требованием исправить эту досадную оплошность. Поэтому вот это вот патриотическое воспитание у нас здесь большой пробел. Его надо ликвидировать. Вероятно, мест в СИЗО и тюрьмах уже не хватает, и режим решил сделать из армии окрестина для протестующих студентов. Министр Хренин бодро отрапортовал, что к выполнению данной задачи вооруженные силы готовы. Более того, в случае необходимости белорусская армия может даже экспортировать своих миротворцев в горячие точки мира. Лукашенко, видимо, решил сделать ход конем и отправить неугодных белорусов под пули в чужие страны. Ядерный шантаж режима. Известие о новых санкциях Евросоюза в отношении пособников нелегитимной власти вызвало бурную реакцию у главы белорусского МИД. В большом интервью БТ Владимир Макей красноречиво дал понять, что режим настроен на самые дерзкие ответные действия. Прямо как школьник, который решил отморозить уши на зло маме. Так, в качестве адекватных мер на вызывающие и деструктивные шаги европейских партнеров Макей видит приостановку диалога с ЕС по правам человека, понижение уровня участия в программе «Восточное партнерство» до экспортного, а также прекращение ряда гуманитарных и образовательных программ, которые реализует в Беларуси Евросоюз. То есть под удар попали проекты, пользу от которых получают преимущественно простые белорусы. Но не только. Глава МИД решил наконец достать козырь из рукава и заявил о прекращении сотрудничества по вопросам атомной энергетики, борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Очевидно, верноподданный чиновник прекрасно понимает, что запугать Меркель и Макрона
Макрона запретом на въезд в Беларусь вряд ли получится. А вот начать шантажировать новым Чернобылем, параллельно сделав страну главным поставщиком беженцев в Европу, вполне хорошая идея. Впрочем, вероятно, такого мнения придерживается и Росатом, которому только на руку полное выведение многострадальной Островецкой АЭС из-под европейского контроля. Ситуация теперь до боли напоминает Северную Корею, где правящий клан за неимением других аргументов на внешнеполитической арене пытается пугать ядерной мощью своих воображаемых врагов. Лукашенко завяз в долгах. К 1 октября крупные и средние компании из нашей страны не вернули в срок долги перед внешним миром на сумму более миллиарда белорусских рублей. В сравнении с началом года объем токсичных обязательств Беларуси вырос на 15,6%. Это значит, что вся их выплата грозит предприятиям полной финансовой несостоятельностью. Больше всего Беларусь должна России. Это более 500 миллионов белорусских рублей, на 65% больше, чем в начале этого года. Благодаря российскому кредиту в октябре Лукашенко провел платежи по газовым долгам. В связи с этим в отчете на 1 ноября так называемые власти представят белорусам улучшенные показатели. Все, о чем нелегитимный и мечтал. Показать врагам и недругам, мол, экономика у нас сработала, по крайней мере, не хуже, чем у окружающих нас стран. Только вот важно отметить, что рост долгов иностранных компаний перед белорусскими прекратился, а экономика нашей страны продолжает стремительно лететь в пропасть. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш твиттер и телеграм-канал. До встречи завтра.